Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня мы поговорим с вами про разный цвет сразу из камеры. Ну, конечно, в RAW, а не в JPEG. Понятное дело, что в JPEG там цвета будут извращены, у кучи производителей самые разные фильтры, там всякие под пленочку, еще под какие-то там закосы. Нет, мы говорить будем сегодня, конечно же, только про RAW, не про JPEG. И разговор у нас пойдет сегодня скорее о том, как отличается Color Science у разных производителей. Конечно, при остром желании и там должной сноровке ты можешь попробовать накрутить как-то на камере, на которую ты снимал, допустим, ты снимал там на Nikon, накрутить так, чтобы у тебя цвет выглядел как на Canon, так сказать, сматчить цвет, как это, да, бывает, когда снимаешь на разные камеры, допустим, с нескольких ракурсов, ну, все равно нужно как-то сматчивать картинку, но все-таки это сделать очень сложно, если не отбиваться, да, там, по карте серого, и даже если отбиться по карте серого, то все равно цвет у разных камер будет немножечко отличаться в разных тональностях, в разных оттенках, потому что на самом деле, ну, то, что мы там выгружаем, то, что RAW вот этот вот, да, это не абсолютно же сырой файл. Абсолютно сырой файл выглядит как просто набор зеленых, синих и красных точек. Цвет там зависит, конечно же, от того, как у тебя процессор в самой камере интерполирует вот это изображение. А там у нас находится в его головушке, в зависимости от самых разных факторов, которые там вокруг, какие сейчас у тебя там источники света, как камера сама что-то там замерила в кадре, еще что-то. Там на самом деле все довольно сложно работает. Там десятки тысяч разных переменных участвуют, иногда даже сотни тысяч переменных, от которых зависит то, какого цвета, там, не знаю, на мне сейчас футболка будет, или там какого цвета у меня скинтон будет, ну, к примеру. Ну, и, конечно же, потом ты выгрузишь в RAW-конвертер этот вот сырой файл, ну, такой уже не сырой файл, а выгрузишь его еще в RAW-конвертер, и там какой-нибудь, может быть, профиль сам конвертер накинет, как это, например, Adobe любит Lightroom, свой лайтрумовский какой-нибудь пресет положить, который зачастую выглядит довольно ужасно, и нужно именно профиль камеры все-таки использовать. Поэтому я все же чаще использую именно Capture One, потому что Capture One, собственно, накидывает именно профиль камеры о том, как это задумано. То есть, я проверял, сравнивал, как это будет выглядеть. То есть, допустим, я брал родное приложение от Nikon и брал Capture One, загружал туда и туда RAW с одной и той же камеры и смотрел, что в Capture One, в общем, выглядит картинка точно так же, как в родном приложении. И это хорошо, значит, он выдает мне именно то, как производитель задумал, но все равно какие-то изменения RAW-конвертер может внести от себятину какую-то еще дополнительную, то есть это тоже надо иметь в виду. Но сегодня мы прямо углубляться вот в эту всю тему не будем, я как-нибудь про это отдельное видео или стрим даже сделаю, про то, как именно вот RAW работает, почему там цвет отличается и почему сматчивать довольно трудно на самом деле по большому-то счету, даже если ты там суперпрофессионал, это все равно довольно геморройно. Сегодня мы просто поговорим про то, какой цвет получается у нас из разных камер. Вот сразу, как вот он по умолчанию, я его просто снял в автоматическом режиме баланса белого, как камера сама это все поняла, и потом выкинул в Capture One. И ничего не редактировал, по вкусу никакой цвет нигде не менял, баланс белого не трогал. Просто вот оставляю, как оно есть, и смотрим, что получилось. Просто, естественно, я конвертировал это все в JPEG, чтобы картиночки вставить. Я взял 3 кропнутые камеры разных лет от разных производителей. Это будет у нас Canon 70D, на который был недавно обзор на канале, Fujifilm X-H1, на который также был недавно обзор на канале, и Nikon Z30, который сейчас меня, собственно, записывает, на который еще пока обзора на канале не было. Кстати, наверное, не проблема его сделать, но просто мне не очень интересно камеру, которую я использую как вебку, обозревать. Она не то чтобы там супер какая-то необычная. Мне все-таки интереснее про какие-то более старые, более легендарные вещи поразговаривать, так что уж извините, пока за 30 нет, не будет пока что обзора в ближайшие там пару месяцев уж точно. В общем, камеры действительно разных лет выхода, у них разное количество мегапикселов, у всех производителей, конечно же, со временем и цвет из камер тоже поменялся, то есть, допустим, цвет, который был у Canon 70D, это не значит, что он такой же сейчас у какого-нибудь актуального Canon там на RF байонете,
цвете нет, естественно, уже изменился довольно радикально, так же, как и у Nikon, тот, который сейчас на Nikon Z30, он как бы не такой, как был когда-то там еще на какой-нибудь зеркалке с CCD-матрицей. Ну, я выбрал эти камеры не ради какого-то чистого эксперимента, не ради того, чтобы там прям, не знаю, надеть белый халат, очки и там какие-нибудь графики гонять. Нет, я просто взял их из любопытства, они у меня просто были 3 камеры эти под рукой, и пошел, пощелкал в одних и тех же условиях, плюс-минус то же самое. И посмотрел, какая из них по цвету мне больше нравится. Самый старый из них это Canon 70D, кроп 1.6, матрица на 20 мегапикселов, камера 2013 года. Дальше идет Fujifilm X-H1, у него матрица уже на 24 мегапикселя, кроп 1,5 всего лишь, что чуть покрупнее, чем у Canon. Но это, в общем, не важно, мы шумы, там какие-то динамические диапазоны проверять не будем, только чисто по цвету поиграемся. Ну и самая современная камера в этом сравнении как раз вот Z30, он вышел в 2022 году, там матрица также с кроп-фактором 1,5 на 20 мегапикселов. Все матрицы, понятное дело, типа CMOS. Единственное, что у Fujifilm там не байеровское расположение цветных фильтров, там X-Trans матрица. Но это как бы по большому счету, не знаю, особо не влияет, как мне кажется. Ну и как видите, подобралась довольно разношерстная компания, и, возможно, нас будут ждать какие-то сюрпризы в этом видео. Может быть, какая-то камера, про которую я там думал, что она говно, или вы думали, что она там плохо что-то отработает, оказалась хороша. В общем, посмотрим, у какой из этих камер автоматический баланс белого окажется краше. Ну, опять же, это все довольно субъективно. Ну, я еще раз напоминаю, что это видео делается просто в развлекательных целях, просто чтобы поржать, а не ради каких-то невероятных научных целей. Итак, смотрим. Первая фотка с желтыми цветочками на клумбе, в тенечке при этом она. Canon увел зелень в сторону синевы чрезвычайно сильно, а сами цветочки получились на контрасте вроде и хорошо выделенными, то есть, ну, такой комплементарный цвет получился, но какими-то недостаточно желтыми, что ли. То есть он типа перехолодил в целом. А вот на кадре с Fujifilm получились и цветы, и трава нормальные, примерно так, как они выглядели в жизни. Зелень зеленая, без перекосов каких-то, а цветки приятного теплого оттенка. Nikon же почему-то внезапно пережелтил, хотя стоял баланс авто-ББ и естественное освещение, и листья и сами цветки стали, ну, слишком теплыми, будто, блин, какая-то уринотерапия тут началась. Теперь кадр с облаками на небе и газонами, где на фоне какие-то высотные дома. Теперь у нас Canon, наоборот, перетеплил, потому что там было, на самом деле, вообще-то пасмурно достаточно. Облака-то приятные на вид, и трава с деревьями симпатичные, но это выглядит чрезмерно приукрашено. Fujifilm же в данной ситуации переборщил с холодом и сделал цвета неба и зелени какими-то, ну, блеклыми, невзрачными и слишком уж прохладными. Чуть ли не серыми, наверное, с каким-то даже циановым оттенком. В данном случае Nikon оказался ближе всех к реальности, без каких-то сильных перегибов. А вот тут вышло уже солнце из-за тучек, и я сразу же сделал снимок каких-то деревьев на районе, с травой колосящейся. Canon сделал зелень какой-то непонятный, а траву слишком теплой, усилил рыжие оттенки в ней, ну вот в этих вот в колосках. Но ощущение солнечности он, в общем-то, передал. Fujifilm справился неплохо, трава и зелень не такие всратые, хотя и тоже на реальные не очень похожи. Но ближе все-таки к ним. А Nikon что-то сделал совсем уж обычный цвет, даже, наверное, слегка холодновато, что ли, но в целом тоже неплохо, но, как по мне, он слишком сильно задавил теплые оттенки, наоборот. Теперь давайте посмотрим на мои любимые репейники. И Canon традиционно перетеплил весь кадр, сделал листву чуть ли не желтой, и сами колючки тонально тоже сместил. Не могу сказать, что это уродливо, но, опять же, точно нереалистично. Fuji же перехолодил в этом сценарии, увел в зелень и синеву, и колючки сделал прохладными. Лучше всех тут опять справился Nikon, картинка приятная и сбалансированная у него получилась. Далее я сфотографировал какую-то лавочку с кустами сзади и дома многоэтажные под яркими лучами солнца. Canon хорошо передал теплую атмосферу снимка, без серьезных огрехов каких-то. Fujifilm неожиданно сделал кадр даже теплее, чем Canon, что до этого за ним как бы не особо замечалось, но в целом тоже неплохо справился. Nikon же приглушил тепло и постарался белый оставить без оттенков, чисто белым, но не переусердствовал и не увел в холод. То есть
в данном случае каждый по-своему неплохо справился. Во всех случаях картинка выглядит вполне себе приятно. Ну и последнее фото, что я сделал. Тут, как всегда, у Canon теплые оттенки усилены, а насыщенность оранжевых повышена. При этом небо приятного цвета, но серые здания все же получили паразитные какие-то окраски. Fujifilm слишком невзрачно выглядит, но и наиболее реалистичный из всех трех. Nikon сделал самый правильный эталонный цвет, что не значит, что он наилучший. Серый тут реально серый, но цвета какие-то, опять же, скучные. Ну и какие же выводы мы можем сделать из этого дурацкого сравнения? Ну, во-первых, то, что у камер Fujifilm с 24 мегапикселя матрицей, вот это вот поколение экстранцев, был, в общем-то, достаточно неплохой цвет еще. И цвет там действительно не худший, он стремится к некоторой реалистичности, то есть пытается сделать камера картинку такой, какой она и была в жизни, что на самом деле не всегда, конечно, хорошо, не всегда нужно, и не всегда у камеры, в общем-то, получается, конечно. Чаще она все-таки переохлаждает, как-то в холод уводит. Но заметно, в общем, попытки какие-то вот в реализм. Но, с другой стороны, если так посмотреть, ну, в целом, реальность, обычная такая обыденная реальность, которую мы и так каждый день глазами видим, она нахуй никому не нужна, нахуй никому не сдалась. Хочется людям, конечно же, каких-то приукрашенных, красивых картинок. Ну, в общем, если вам интересно про цвет Fujifilm X-H1, можете посмотреть недавний обзор на него, там все более-менее подробно я расписываю. Вообще, ну, не только про цвет, я вообще, в принципе, про камеру подробнейше там рассказываю. Canon же, напротив, пытается постоянно приукрашивать цвет, он постоянно делает цвета гораздо теплее, чем они были на самом деле. Иногда это действительно смотрится очень даже неплохо, иногда это очень даже уместно, если это особенно какой-нибудь солнечный день, действительно теплые тона там играют, ну, это все прям замечательно. Ну, сегодня, конечно, у актуальных Canon цвета гораздо более сдержанные получаются, и он так... Современный Color Science у Canon он не выпячивает так желтые и рыжие тона на передний план, как это делал, допустим, вот этот 70D. Ну, я вообще пробовал почти все Canon, там, начиная с нулевых по сегодня, и наилучший цвет вообще мне показалось, что там все-таки в серии 1D, которая просто 1D, а не 1DX, которая вот в нулевые выходила с круг-фактором 1.3, с IPS-H матрицами. Ну, также цвета очень приятные, вполне себе хорошие, сбалансированные, без каких-то серьезных перегибов. У более современных камер, там, допустим, 5D Mark IV, EOS R, который то же самое, только без зеркалка, EOS RP, камера сама по себе говно, но цвет-то там нормальный, там Canon 90D, EOS M6, EOS M6 Mark II, там везде цвет очень даже неплохой, он просто более сдержанный, но опять же все равно по-хорошему приукрашенный. У более новых камер на RF байонете все-таки цвета уже и подизменились. Ну, допустим, у EOS R3 мне цвет понравился, а вот у самого первого R6 и R5 мне что-то цвет не особо зашел, но тут, опять же, вкусовщина, может быть, там какие-то условия были, в которых я снимал, я просто на них не очень много щелкал, не сравнивал прям в разных условиях, может быть, у меня немножко превратное какое-то мнение сложиться могло, но в любом случае, сейчас Canon это одни из самых лучших с точки зрения скинтона, именно сразу из камеры, меньше всего с кожей приходится там возиться, пожалуй, ну, сейчас, благо, у современных Canon'ов цвета не такие накрученные, как у нашего 70D, который участвовал сегодня в сравнении. Ну и Nikon нормально вполне себе справился, хотя пару раз у него, конечно, был там обосрамс, когда он слишком сильно перетеплил и слишком сильно перехолодил картинку. Ну, это всего лишь 2 кадра. Но в большинстве ситуаций он все-таки пытается сделать спокойную картинку, где баланс белого наиболее правильный. Но проблема в том, что Nikon, как и современные, кстати, Fujifilm, наплодил огромное количество автоматических балансов белого. Там баланс белого с сохранением белого, там с сохранением атмосферы, с сохранением еще какой-то хуйни. И, короче, вместо того, чтобы просто тупо авто-ББ один нормальный сделать, который будет сам под разные ситуации подстраиваться, тебе надо постоянно ими жонглировать. И я вот, например, выставил естественное освещение, потому что, ну, блядь, естественное освещение у меня было. И в большинстве ситуаций, да, он, конечно, вывозил вполне себе, неплохо справлялся, но, как видите, тут вот были у него тоже косяки. Ну и вообще я не могу сказать, что хоть один из фотоаппаратов, который я сегодня вам показываю, выдал прямо идеальный какой-то супер результат. Они все справились
усредненно где-то так себе, где-то более-менее нормально. Но выводы все же можно какие-то по этим фотографиям сделать. К примеру, что Fujifilm выдавал все-таки наименее интересные, наиболее скучные цвета, потому что пытался сделать, как это выглядело все в жизни, а это, в общем-то, нам ни к чему. Нам не нужно, чтобы картинка выглядела как в жизни. Canon выдал самый накрученный цвет из камеры, у которого очень сильные перекосы какие-то в тепло зачастую происходят, ну или он просто усиливает какие-то теплые оттенки, которые есть в кадре. И это иногда бывает симпатично, но чаще всего тебе все равно придется его постоянно одергивать, осаживать и делать так, чтобы картинка выглядела чуть поспокойнее, потому что он прям, перебор с украшательством там. Nikon же оказался наиболее правильным с технической точки зрения. Такое ощущение, что в каждом кадре почти что я там будто по серой карте какой-то отбился в тех условиях, в которых снимал. И вроде бы это не то чтобы весело звучит, но с другой стороны, когда у тебя вот так усреднена картинка, она не выглядит интересной, она, достаточно такая блекленькая, но зато ты можешь, опять же, от этой усредненной картинки, отталкиваясь, накручивать себе цвета, в какую сторону тебе будет удобнее, как тебе больше понравится. А я надеюсь, что вам было интересно увидеть вот такой вот довольно странный, не то чтобы сильно мудрёный тест, я просто тупо пощелкал одно и то же на разные камеры в одинаковых условиях и посмотрел, что там получится. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу цветов у разных камер, по поводу Color Science. Я желаю вам хороших снимков и пока.